Добрый день, дорогие весы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на сентябрь 2025 года. Да, дорогие, этот гороскоп по декадам, и если вы смотрите его по Солнцу, тогда весы, которые рождены в сентябре, это первая декада, вторая декада с 1 по 10 октября, и третья декада весов это с 11 октября и до знака зодиака Скорпион. Если вы смотрите по асценденту, делите 30 градусов весов на 3 равных отрезка. И с 1 по 10 градус, если попадает ваш асцендент, это первая декада, с 11 по 20 это вторая декада, и с 21 по 30 градус это третья декада весов по асценденту. Ну что, дорогие, поехали. Этот месяц, сентябрь, будет, если коротко, да, такой большой, мощной подготовкой к нашей осени. Астрономическая осень у нас начнется с 22 сентября в этом году и продлится до 21 декабря. У нас с вами в этом сентябре еще коридор затмений, который как раз таки и начнется, и закончится перед вашими днями рождения. Поэтому хочу сказать, что первые 3 недели сентября это как раз-таки большой, мощный момент для подведения итогов, для того, чтобы понять, что же вы все-таки хотите от себя, от своей жизни, сколько можно ходить по определенным моментам. И с этого начнется как раз-таки новый виток, новый, я бы так сказала, глоток воздуха от осознания того, куда же вы все-таки хотите прийти. То есть месяц, не буду пугать кармичностью коридора затмения, он всегда кармичный. Сказать, что на весов как-то будет влиять кармические узлы, да вообще никак. Кармические узлы находятся на оси Девы Рыбы и косвенно, то есть нету прямого, даже никакого аспекта на весов, но в силу того, что мы взаимодействуем с людьми, да, и здесь, конечно же, в силу того, что еще Сатурн вот из Овна с 1 сентября переходит в Рыбы обратно, да, то есть вот эта история, конечно же, будет очень сильно влиять как раз-таки на весов первой декады, поэтому я не скажу вам, ребята, что здесь какие-то большие катаклизмы, нет. Все будет зависеть от нашего эмоционального состояния. И здесь, конечно же, нужно эту историю очень четко понимать и взвешенные решения. Нужно оценивать свои силы, нужно здраво стоять на земле, да, потому что высока вероятность иллюзорных моментов. Это особенно важно для весов первой декады, потому что с 1 сентября у нас Сатурн возвращается в Рыбы, ну вот еще недельку, да, будет такое приземленное состояние у весов первой декады, да, то есть вот эта оппозиция распадется, но останется Нептун, а Нептун это иллюзии, которые могут весь сентябрь весы первой декады прямо уводить не туда. То есть здесь прям таки понимаете, заблуждаетесь ли вы в своих действиях или вы все делаете правда, создаете ли вы дополнительные скелеты в шкафу в своих отношениях или нет. То есть это та правда, которую вы хотите знать, и если вы ее узнаете, нужна ли она вам. Почему говорю так? Сейчас у нас уже на небе вот аспект Венеры в оппозиции с Плутоном. Это такой мощный, сильный аспект, да. Под влияние попадают все весы всех декад, потому что ваш единственный управитель, да. Это такая мощная внутренняя сила осознания. Насколько ли вам нужны отношения, отношения публичные, отношения личные, брачные, потому что Венера отвечает за 7-й дом. Также Венера отвечает за 2-й дом, за наши финансы, деньги, да, то, как мы любим их зарабатывать, да, то, как нам нравится наш уровень жизни, да, есть такой фактор еще витальность. Это наше внутреннее состояние здоровья, наше ощущение, когда нам что-то нравится, мы себя и хорошо чувствуем.
И уже сейчас, в последних числах августа, эта история очень сильно прослеживается. И да, совсем скоро этот аспект распадется, но включится, вот сейчас для всех весов сначала говорю, потом буду по декадам еще естественно, да. Венера с Плутоном распадется, оппозиция, но включится буквально уже вот на днях с первых чисел сентября. Венера в квадратуре с Лилит. А значит, все действия на ближайшие 2 недели будут, естественно, под давлением, под влиянием наших же страхов. Поэтому здесь страх остаться без денег, страх остаться в одиночестве, потому что Лилит сейчас идет по Скорпиону. И это очень мощное давление. То есть страх остаться неувиденными, незамеченными. То есть кто в эти игры еще играет, кто с этими играми уже наигрался, разобрался и пошел дальше. И на этой истории стабильно просто идет вперед, понимает, что так, это не моя дверь, и я прекрасно понимаю, что я ее не подтяну, и это неплохо. Я просто понимаю, что сейчас это не моя история, да, и здесь нет ничего в этом такого. Если вы понимаете, что у вас есть страх остаться в одиночестве, в любовных отношениях, страх быть непонятыми, это если не любовные отношения, то разговаривайте со своей второй половинкой, потому что вторая половина коридора затмения, то есть 3-я неделя сентября, будет уже совершенно на других эмоциях, потому что там Венера распадается с Лилит и переходит в квадратуру с Ураном, да, и здесь опять все весы попадают под эту историю любовных отношений, когда нам хочется сказать, все, я с этим наигрался, я наигралась, мне больше это не важно и не интересно, хочу уйти в закат, не хочу никакой ответственности, хочу все бросить. Если этот аспект конвертировать на работу, на деньги, то есть захочется бросить все свои проекты, захочется бросить отношения с работодателем в конечном итоге, потому что даже заземленный Сатурн уходит, да, который оставляет почву, в голове может появиться какая-то идея фикс, да, что я хочу как-то вот, чтобы вот оно вот так вот было вот в легкости. Здесь еще и Уран, естественно, на квадратуре, когда мы хотим так, сейчас беру все с чистого листа, начинаю, рушу отношения, полностью меняю внешний вид и облик. Очень плохой аспект менять внешность в нетрадиционных каких-то моментах, потому что история может получиться очень криво. Здесь будьте очень сильно аккуратны. Это 3-я неделя августа. Если говорить, вот общее сейчас говорю, да, естественно, ребят, понимаете, что это гороскоп общий, для каждого индивидуально. Есть свои даты, время, место рождения. И со своим, пожалуйста, вопросом оставляйте комментарии. Я в режиме свободного времени на это отвечу. И да, конечно же, продолжаем дальше, то здесь не предпринимайте резких каких-то движений в плане репутации. Этот момент тоже будет очень важен для весов. Сейчас буду про каждую отдельную декаду говорить, но в целом основные нотки сентября, они вот такие, да, и они будут очень сильно окрашивать эту историю, а особенно перед днями рождениями будет запускаться ваш личный соляр, да, с 23 сентября и с 22, с 23 все в зависимости от того, где, в каком полушарии вы живете, да, ребят. И здесь, конечно же, нужно прям-таки понимать, что уже будет включаться энергия следующего года, а у каждого своя личная персональная натальная карта, понимаете, у каждого свой будет соляр, свой год, все, конечно же, будут совпадения, но все зависит от того, где вы живете, в каком месте, и проживаться, естественно, эти вопросы будут по-разному. И все зависит от того, с каким бэкграундом мы пришли сюда. Здесь тоже нужно это учитывать, потому что говорить, что солнце светит всем одинаково, вообще, ребята, это не так. Солнце светит всем по-разному, и кто-то на настоящий момент жизни, сейчас слушая этот гороскоп, не может выучить английский, а кто-то спокойно по миру передвигается, и ему здесь комфортно, хорошо, а кто-то не может договориться со своей второй половинкой просто потому, что в жизни не было примера у родителей, как можно жить хорошо и счастливо, и человек к этому всю жизнь идет, поэтому солнце одинаково не светит, поэтому здесь давайте, нужно, очень важная история, убирать вот это вот осуждение, да, очень сильно будет работать история в сентябре у весов, поэтому вот так быстренько рассказала, и финальная неделя сентября здесь, конечно же, очень сильно усложняет вот эту всю историю Марс, который идет как раз-таки уже
по весам. Он сейчас находится во второй декаде весов, да, сейчас от обратного, да, в финальной неделе сентября, в четвертой, он из квадратуры с Юпитером перейдет в квадратуру с Плутоном. Естественно, это будет воздушная ось, Водолей, весы, чувствуете, да? И здесь захочется прям-таки либо очень сильно разрушить отношения, либо наоборот создать такие очень классные, сильные, мощные отношения, на которых будет и бизнес строиться, и дальнейшая жизнь, и очень классная, хорошая история выживания построится. Но нужно в своей голове сейчас навести порядок. И если вот так начинать, да, этот месяц, то первая неделя сентября будет вообще у нас, сейчас про каждую декаду начинаю говорить, да, то здесь, конечно же, у нас сейчас с 1 сентября уже точная квадратура Марса с Юпитером, вопрос репутации, вопрос нашего взаимодействия, на то, как мы применяем наши связи, да, здесь общение с элитой, здесь наша мудрость, возможность к переезду в том числе, да, и здесь мы можем включиться в такую разрушающую историю, потому что Марс идет по второй декаде весов, можно здесь либо портить репутацию, там сказать, я вот так вот все это быстро, вот все хочу прямо сейчас решить, криво может получиться у весов второй декады, если агрессировать, и если мудро, спокойно подходить к этому делу, вопросу, то все эти вопросы, которые я сказала, связаны с Юпитером, могут получиться, да. То есть здесь нужно максимально лояльно. Либо здесь можно уйти в негатив весам второй декады, начать портить отношения со своими близкими домочадцами. Здесь будьте аккуратны. Весы первой декады, да. Ребят, хочу сказать, что на разворот, ну, то есть не просто разворот, он уже развернулся в июле, да, Сатурн в ретроградное движение. Его, я бы так сказала, кульбит с Овна в Рыбы уберет вот эту приземленную почву, да, которую вы, может, хотели сказать, что весы первой декады, вот был Сатурн, было очень сложно, в финансах было сложно, как мне уже написали на Деве, по-моему, в гороскопе, неужели этот Сатурн возвращается, чтобы меня добить? Нету такого замысла, чтобы добить. То есть вот эта история для того, чтобы приземлить, чтобы вы поняли ценность, важность стабильности, привести вас к не вот этому легкомысленному существованию, для того, чтобы у вас вы обрели фундамент, стабильный рост, развитие, стабильность жизни. И понимаете, на сентябрь Сатурн уходит. Еще вот первую недельку сентября весы первой декады будете чувствовать почву под ногами, а там потом останется Нептун. Это иллюзии, когда мы заблуждаемся. Поэтому здесь будьте аккуратны, не натворите дел, не связывайтесь с какими-нибудь странными тусовками. Притом очень хорошее время для отдыха, да, для развития творческих каких-то проектов, в том числе тоже, да, очень хорошо, музыкальных, творческих, да, это одно и то же. Если связано что-то с медициной, с врачеванием, тоже хорошая история, Нептун в оппозиции. Будет идти сложно, но, по крайней мере, эту сложность вы скомпенсируете на каких-то таких вот моментах, да. Причем здесь еще и Уран весам первой декады задаст такой очень сильный, мощный вопросик. 6 сентября Уран уходит в ретроградное движение. Все по классике. И 3-4 февраля 2026 года развернется, уже будет в Тельце. И снова потом 26 апреля 2026 опять вернется в Близнецы. И будет делать опять же вот такой классный, мощный, потрясающий трин весам первой декады. То есть это развитие в новое, да, то есть это развитие вперед, это те методы, которые вы еще не использовали, те профессии, на которые вы раньше смотрели, говорили фу, то есть это нечто новое, оно интересное, но может быть пугающее. Если, конечно, вы сейчас первую неделю сентября захотите похайповать, будьте готовы к разным результатам, потому что аспект Урана это всегда невероятные такие моменты. По большей части, когда в трине идет, да, аспект, то мы всегда говорим, ох, как повезло, да, но иногда может быть чрезмерный эффект, когда мы уже даже от него устали, мы уже говорим, все, уже горшочек не вари, но все-таки остается вот такая история. И здесь, конечно, сейчас мне скажете, весы третьей декады, что про нас? Ребята, весы третьей декады, у вас история. Я не скажу, что она какая-то прям очень сложная, но нет. Включится у вас
более такая мощная. У вас сейчас любовные отношения будут первой недели сентября. Здесь Венера, конечно же, будет идти по льву, будет идти по льву. Плюс Юпитер плавно подтягивается вот к началу коридора затмений, да, весы третьей декады, в третью декаду рака. И здесь, конечно же, у вас подкатывают как раз-таки события, начинают случаться. Плюсом здесь у нас еще первая неделя сентября Меркурий в квадратуре с Ураном. Вообще аспект, если говорить просто в житейских таких вариантах, это когда проводка начинает барахлить, лампочки сверкать, техника не слушается. Это будьте аккуратны за рулем, техника, да, в глобальном плане, в таком большом, можно повлиять. Все-таки автомобиль у нас самый травмоопасный вид транспорта. Будьте аккуратны, внимательны за рулем. Очень хороший аспект напряженный Меркурия с Ураном. Я с ним всю жизнь живу, именно вот квадратура. Это очень хорошо идет усвоение сложных знаний. Это просто сложно, но если построить интерес к этому, то будут вот такие сложные математические знания, инженерные знания, что-то где-то разобрать, спаять, раскрутить, собрать. Астрологические знания в том числе тоже ложатся под эту историю очень хорошо. Если начинать какую-то новую историю, новый проект, IT, информационные технологии будут очень хорошо идти у весов третьей декады. И у весов, кстати, первой декады тоже. Поэтому здесь, дорогие весы и третьей, и первой декады, начинайте очень даже хорошо разбираться в нечто новом. Это будет открывать вам как раз-таки новые горизонты, расширять ваши. Очень будет хорошо. Сложно, ну, не будет просто так у весов третьей декады. Здесь просто, понимаете, ребята, подойдет сейчас к началу коридора затмения. У нас в этом сентябре с 7 по 21-22, все зависит от полушария, в котором вы живете, 2 недели уходящего лунного цикла, да. И вот для вас весы третьей декады, вот этот момент будет очень такой важный, эмоциональная такая проверка. Проверка ваших сил, вашей мудрости, репутации, в том числе вашего терпения, насколько вы можете быть нестандартным, необычным, находить креативный подход, иметь такую внутреннюю силу. Здесь еще и проверка вашей импульсивности в том числе, потому что как раз-таки под финал коридора затмений у нас Марс будет идти по третьей декаде весов. Поэтому здесь будет такое внутреннее состояние агрессировать, злиться, ругаться. Постарайтесь более мягко и лояльно, да, вот эту силу конвертировать в терпение, в действие. При этом это очень много энергии договориться. Невероятно, потому что, естественно, под финал коридора затмения, помните осень силы 2024 года, там была оппозиция Марса с Плутоном. Помните конец апреля 2025 года, там была тоже оппозиция Марса с Плутоном, а здесь у нас будет квадратура. И под финал коридора затмения, третья неделя сентября, да, там с 13 по 21, будет как раз-таки в третьей декаде весов вот этот аспект. Марс, но уже в квадратуре с Плутоном. И эта история, если вы не агрессируете, если вы не деретесь, если вы не ругаетесь, то вы вот эту силу в себе собираете и начинаете строить бизнес, не в долги уходить, а наоборот финансы себе зарабатывать, подтягивать, общаться с сильными, мощными людьми. То есть вот эта история такая, она очень сильная, она очень здравая. И если говорить про коридор затмений вообще, в принципе, да, начинается он у нас 7 сентября, у нас лунное затмение, убывающий лунный цикл, да, будет в этом коридоре затмений. Лунное затмение, либо полнолуние в рыбах. Эмоциональная история, очень эмоциональная. Как это будет влиять на весов? Никакого точного аспекта на вас нет, именно вот этих кармических узлов. В прошлом году вот эта история была, да, у вас, ребят, сейчас ее у вас нет. И здесь скажу вам, что просто нужно стабильно идти вперед. То есть не бояться, убрать чувство страха, ну, потому что Венера будет с Лилит в квадратуре идти, а потом вот эта вот нестабильность и ощущение, что почва уходит из-под ног, это просто ощущение. Если мы не будем идти на поводу у этих эмоций, потому что коридор затмений – это очень эмоциональный вот этот вот коридор времени, период времени. И если мы здесь на эти эмоции ведемся,
тогда, естественно, нас обстоятельства, можно так сказать, и вынуждают, да, как говорится, иллюзия выбора, да, что у нас есть выбор, это иллюзия. Нет, на самом-то деле у нас есть выбор, мы можем вести себя по-разному. То есть если мы понимаем, что этот момент времени, и закончится он ровно 21-22 сентября, у нас будет солнечное затмение или новолуние в Деве, очень классное, рациональное новолуние. Да, на этот момент времени, конечно, коридор затмения у нас начнется так очень эмоционально. Вот вторая неделя сентября будет тоже так пышет всеми этими аспектами. Мы будем думать, что мы вот такие не можем все. На самом-то деле нас будет вот эта вот история, конечно же, размывать, да, но все-таки, если мы твердо стоим на ногах, не портим свою репутацию, не ругаемся с близкими, а на второй неделе очень сильно будет эта история выбивать нас из колеи и из любовных отношений, да, можно так сказать, потому что вторую неделю всю у нас Венера в квадратуре с Лилит, и все декады весов будет здесь такое внутреннее чувство страха, что вот нас не любят, что вот как-то вот нам нужно уходить из отношений, нам недостаточно, вот как-то мы не видим, что нас любят. Полюбите себя сами, и для того, чтобы ну, на третьей неделе сентября не натворить вот эту дичь. Потому что с 13, с 14, 15 включаются как раз-таки у нас Марс в квадратуре с Плутоном, да, Венера в квадратуре с Ураном. И вот Солнце в соединении с Меркурием, с южным кармическим узлом становится в оппозицию с Сатурном и Нептуном. То есть, если можно так сказать, да, то у нас третья декада весов попадает под историю, да, третьей недели сентября. Это я хочу выйти из отношений, разрушить вот это вот все, что вот у меня было, мне надоело, да, я устал, я ухожу. Я говорю, ребята, ну не надо, остановитесь, да. Весы второй декады, здесь история с репутацией, здесь история с тем, что вот хотелось бы и больше, но не получается. Запаситесь терпением, все будет. Все будет, нужно только терпеливо. И потому что многие сейчас смотрят вот эту историю социальных сетей и думают, что вот человек захотел, сделал, оп, сразу все, и быстро получилось. Убирайте, убирайте вот эту мишуру, понимаете, что на вас заработают, смотрите на опыт предков и понимаете, что все самое ценное и нужно, к нему нужно просто идти, и это требует больше времени, потому что Юпитер, который все-таки находился во второй декаде рака и делал как раз-таки вот эту квадратуру весам второй декады, как раз-таки вносит вот этот флер, если быстро не получилось, значит, ни мое, ни судьба, не достойны вот это вот все. Весы первой декады у вас вот эта вот мощная история под финал коридора затмений будет как раз-таки, ну, трясти, будет вам казаться, что вы приложили все силы, но почему-то вас не оценили по достоинству. Сатурн ушел, а иллюзии Нептуна остались. Чувствуете, да? И будет вот это вот жертвенное ощущение, состояние, что вот меня не оценили, я никому не нужен. Это может уходить и в любовные отношения. Подождите, подождите, это все, вот понимаете, уйдет эмоциональный период, и вот я могу смело сказать, что 21, ну давайте 22 подгружу, потому что у нас заканчивается коридор затмений, и у нас 22 числа Солнце переходит в знак Весы, вы начинаете отмечать свои соляры, дни рождения, у нас начинается астрономическая осень, здесь точная квадратура Марса с Плутоном, да, которая очень сильно, уже говорила, влияет на весов третьей декады, для того, чтобы не утонуть вот в своих каких-то моментах любовных, потому что здесь еще и Венера с Ураном точная квадратура, когда хочется сказать вот вообще всем весам, да, ну потому что Уран как раз сейчас всех весов, всех декад будет держать в тисках, вот все, я все бросаю, я ухожу, мне надоело, я Новый год начинаю с чистого листа, вот свой персональный год и вот это вот все такое социально популярное, попсовое. Подождите, подождите буквально несколько денечков, и вот уже 25-го, 26-го даже Марс уже уходит в Скорпиона, да, уже распадается Венера с Ураном, уже не будет вот этой истории. И вообще скажу вам так, дорогие вообще весы всех декад, у нас весь сентябрь, да,
все эти 3 недели очень точные аспекты. Вот как раз таки Юпитер еще и с Лилит, Юпитера с северным кармическим узлом, тот самый Юпитер, который вторую и третью декаду весов в квадратурах держит. То есть если разобраться со своими вот этими эмоциональными качелями, как я хочу, как общество хочет, или если я не соответствую вот этим общественным рамкам, то я считаю себя неудачником. Вот эту историю убираем. Это такая минусовая история от Юпитера, которая очень сильно создает шум в голове, и мы не свою жизнь начинаем жить, начинаем кому-то соответствовать. Убирайте ее для того, чтобы быть счастливым, так не получится. Весы первой декады. Убирайте давление от Нептуна трезво. Задавайте себе трезвые, здравые вопросы. Та ли это работа, которая приносит вам деньги, приносит ли она вам благополучие, счастье, радость. И на самом ли деле те отношения, которые есть у вас, они настолько плохи, что это ваш партнер виноват. Подумайте об этом, потому что весы здесь вы в ваших отношениях, да. Ваша задача вообще в принципе и держать в балансе вашу карьеру и личную жизнь. То есть это основная такая очень сложная весовская история, это вопрос всей жизни. То есть когда мне говорят, ой, я свою кармическую задачу, реализацию уже сделал. Ребята, весовская задача реализации – это любовь, отношения и моя карьера. И вот этого должно быть ровно вот так вот поровну. Понимаете, о чем я говорю, да? И с этим осознанием вот коридор затмения уйдет, и вот конец сентября останется. Конец сентября останется, и потом у нас идет осень. Потрясающая, кстати, осень. Если вот сейчас вот в эмоциях своих не потонуть, и октябрь, и ноябрь, и декабрь у весов всех декад все будет хорошо. Получится еще и с финансами, если вы подниметесь. Финансовые гороскопы как раз-таки в плейлист добавлю. Весы будет, ребята, не успела, физически не осилила в августе. Запишу, сейчас вам будет очень актуально, на какие свои качества поднажать, как говорится, для того, чтобы достичь того самого успеха, потому что у нас с 22 июля на небе вот такая потрясающая конфигурация для заработка очень хороших денег. Не в легкости, конечно, я вам такую попсу говорить не буду, основанный на ваших талантах, на ваших сильных качествах, на вашем здравом понимании, чего вы хотите от своей жизни, как вы хотите жить. Да? В мире, в согласии, в любви с собой, со своей второй половинкой, потому что для весов это, я знаю, важно. Даже когда вы говорите, все, нет, все, я это вообще не хочу. Да просто потому что где-то вы не поняли, где-то вас не поняли, и вы решили сдаться. Никогда не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь, дорогие весы. Как раз-таки Марс, который идет почти весь сентябрь по знаку весы, как раз-таки про это говорит. Не драться нужно со своей второй половинкой, нужно просто не сдаваться, потому что основное качество Овна, управителем которым является Марс, это никогда не сдаваться. Даже если ты понимаешь, что вокруг творится вообще что, это просто наши эмоции нас раскачивают, потому что коридор затмения начинается с полнолуние в рыбах – это самый эмоциональный знак, который реально, если мы трезво не стоим на земле, нас размазывает. Не размазывайтесь, держите себя в руках и идите вперед. Чего я вам и желаю, чтобы вот подвести свои итоги, где вы прекрасно понимаете, что вы не дотягиваете, где-то не постарались. Старайтесь, потому что мы на пороге потрясающей просто осенью, и сентябрь покажет, мы поднимаемся выше или мы все-таки еще недостойны, и вот ждем 2026, когда не будет таких благоприятных аспектов, а обстоятельства будут нас заставлять делать то, что нам не совсем нравится, а все-таки 25-я осень, она, ну, классная, классная, 25-я осень в этом тысячелетии. Да. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам продуктивных действий. Идите вперед. Ну и оставляйте комментарии в этом видео. Я в режиме свободного времени постараюсь на них ответить. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.